Всем привет! Как мы знаем, совсем недавно компания Xiaomi представила отличный смартфон Xiaomi Mi Mix 4, а также долгожданный планшет Xiaomi Mi Pad 5 Pro. Но на этом компания решила не останавливаться и уже начала подготовку к следующей презентации. Но когда же нам ее ждать? Гадать не придется. Китайский производитель сам объявил дату проведения мероприятия, посвященного запуску новых устройств. Презентация состоится уже 15 сентября. Нас ждет что-то интересное, ведь в компании обещают, что это будет захватывающее событие для всех нас, фанатов, а также простых пользователей. Однозначно мы увидим смартфоны серии Xiaomi 11T. Кстати, младший совсем недавно прошел регистрацию у регулятора FCC. На сайте ведомства появились некоторые технические характеристики устройства, и мы получили эскизное изображение данного смартфона. Также мы узнали размеры блока основной камеры. Если мы посмотрим на схематическое изображение тыльной панели смартфона, то мы увидим крупный блок камеры с закругленными углами. Итак, основные фишки смартфона Xiaomi 11T — это OLED-экран с частотой обновления 120 Гц, мощный процессор от компании MediaTek, а именно Dimensity 1200, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ своей флеш-памяти. А вот Pro версия получила просто нереально крутые технические характеристики, которые удивят многих пользователей. Об этом позже. А теперь поподробнее. С вами канал Техноум. Поехали! Согласно опубликованной FCC информации, Xiaomi 11T будет поддерживать мобильные сети 5-го поколения, что автоматически является большим плюсом. Гаджет поступит в продажу из коробки с операционной системой Android 11 и с предустановленной прошивкой MIUI 12.5. Данное обновление принесет новые функции, а именно новый интерфейс стартовой страницы, открытых приложений и уведомлений, новый интерфейс при зажатии кнопки питания, кнопок регулировки громкости и настроек камеры, улучшенная анимация при запуске приложения и открытии папок, новый режим, в котором телефон подключается к монитору и работает как компьютер, то есть как у компании Samsung. Функция преобразования фото в PDF файл в галерее, примерное местоположение пользователя для безопасности. Стоит отметить, что достаточно известный инсайдер под ником Ишан Агарвал раскрыл многочисленные подробности о двух смартфонах серии Xiaomi 11T. Мы узнали основные технические характеристики, все расцветки, а также стоимость будущих устройств. Оба аппарата, а именно Xiaomi 11T и 11T Pro, будут доступны в двух версиях. Первая получила 8 ГБ оперативной и 128 ГБ своей флеш-памяти. Вторая 8 ГБ оперативной и 256 ГБ своей. Указывается, что на выбор пользователям будет доступно 3 варианта расцветки: небесно-синий, лунный белый и метеоритно-серый, что просто захватывающие названия. По предварительным данным, смартфоны получат OLED-экраны с частотой обновления 120 Гц. У этой технологии есть конкретный перечень довольно значимых преимуществ перед своим основным конкурентом, а именно LCD. Вкратце их можно перечислить примерно так. Меньше потребляемой энергии, черный цвет означает, что на пиксель вовсе не попадает напряжение, очень хорошее рассеивание света, что позволяет значительно расширить угол видимости, большая насыщенность цветов. Что немаловажно, обычный смартфон Xiaomi 11T получит мощный энергоэффективный процессор от компании MediaTek, а именно Dimensity 1200. Напоминаю, чип стал первым для производителя 6-нанометровым продуктом. Dimensity 1200 получил ядро A78 с частотой 3.0, а также 3 ядра A78 на 2.6 и 4 ядра Cortex A55 на 2.0. Для сравнения, Dimensity 1000 Plus работает на частоте 2.6, а максимальная частота ядер в Snapdragon 865 составляет 2.84. Однокристальная система получила 9-ядерный графический ускоритель Mali G77. Кроме того, с обновленной системой искусственного интеллекта обработка ночных снимков стала на 20% быстрее. Xiaomi 11T получит
тройную камеру. Основной главный датчик камеры выступает на 64 мегапикселя. Его будет дополнять широкоугольный объектив на 8 мегапикселей и телеобъектив с трехкратным оптическим приближением. Настало время рассказать про топовую версию. Тут мы получим мощный процессор Snapdragon 888. Для кого-то плюс, для кого-то минус. Это топовый мобильный чипсет, представленный в 2020 году. Процессорная часть включает 3 кластера. Одно ядро Cortex X1 с частотой 2.84, 3 ядра Cortex A78 с частотой 2.42 и 4 энергоэффективных ядра Cortex A55 с частотой 1.8. В состав чипсета также входит графика Adreno 660. Также в состав чипа входит Wi-Fi 6E модем и Hexagon 780. Кроме того, в чипе имеется процессор обработки изображения Spectra 580. Гаджет оснащается 64-мегапиксельной основной камерой, 8-мегапиксельной широкоугольной и 5-мегапиксельной телемакро камера. Есть даже информация, что главный датчик будет на 108 мегапикселей. Фронтальная камера будет иметь датчик изображения разрешением 16 мегапикселей. Смартфон получит стереодинамики и модуль NFC. Аккумулятор решили поставить емкостью целых 5000 мАч с поддержкой 120-ваттной зарядки. Напоминаю, что в Китае ограничили мощность беспроводных зарядок на отметке 50 Вт. Это все произошло в начале этого года на официальном веб-сайте Министерства промышленности и информационных технологий Китая. Были опубликованы временные правила управления для оборудования беспроводной зарядки, которые устанавливают максимальную мощность оборудования для беспроводной зарядки, продаваемого в стране на отметке 50 Вт. Правительство уверяет всех фанатов, что это позволит упорядочить использование ресурсов радиочастотного спектра и избегать вредных помех различным государственным радиослужбам. То есть как-то так. Также сообщается, что слишком высокая мощность беспроводной зарядки может создать угрозу безопасности авиации, судоходства, астрономических наблюдений и так далее. Что касается европейских цен, Xiaomi 11T 8 ГБ оперативной, 128 ГБ своей флеш-памяти, $869. Xiaomi 11T 8 плюс 256 ГБ, $906. Xiaomi 11T Pro версии 8 ГБ оперативной, 128 ГБ своей флеш-памяти, $1040. Xiaomi 11T Pro 8 256 ГБ, $1077. Интересный факт. Руководство Xiaomi приняло неожиданное решение о прекращении выпуска продукции под брендом Mi. О причинах своего решения компания Xiaomi на данный момент не говорит ничего. Ранее генеральный директор и основатель Xiaomi Лэй Цзюнь отметил, что Mi означает две вещи: мобильный интернет и миссия невыполнима. Под первой фразой компания подразумевает ключевой вектор, которому следует Xiaomi, а под второй собственной амбиций. Ну что же, ребята, на мой взгляд, компания Xiaomi делает достаточно неплохие гаджеты, но вы должны понимать, что все-таки $1000 за топовую версию Xiaomi 11T Pro 8 256 гигабайт, это, на мой взгляд, очень и очень дорого. Я понимаю, что мы тут получаем какие-то характеристики, но согласитесь, за $1000 сейчас можно купить Samsung Note 20 Ultra. Он лучше будет? На мой взгляд, да. Самое главное, что мы там получаем с каждым годом обновления. Все лучше и лучше. Обновления, которые предоставляют максимум возможностей, улучшают что-то и так далее. А вот компания Xiaomi не славится такими обновлениями. На мой взгляд, $1000 в наше время это очень большая сумма. Да, даже за Samsung это большая сумма, за компанию Apple это большая сумма. Но китайский бренд, на мой взгляд, это спорное решение. Напишите в комментариях, если вы со мной согласны или нет. Что вы думаете по этому поводу? Вот и все. Кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо, всем пока.